Это одна из лучших клавиатур на российском рынке от одной из лучших компаний. Ее цена на данный момент составляет 7000 рублей, что, на мой взгляд, за такое качество и универсальность просто огонь. В чем универсальность, спросите вы? Это 98%, 1000 Гц, что очень важно. Русский язык, провод, беспровод, в ней даже Bluetooth есть. Ну и, разумеется, HotSwap, куда же без него. В жирный комплект поставки входит кофр от пыли, донгл для беспроводного подключения, 20 кейкапов для персонализации клавиатуры, свитч-пуллер, кей-пуллер, 3 запасных переключателя, кабель Type-C со специальной формой, идеально подходящий под корпус. Ну и сама клавиатура. Данная клавиатура обладает 98% форм-фактором, а именно отсутствует TKL-блок, благодаря чему сохраняется размер TKL-клавиатуры. Однако с нампадом. А я знаю, что он многим необходим. Вы знаете тех людей, которым нужен нампад. У клавиатуры имеется возможность установить бинды, RGB-подсветка, которая настраивается при помощи клауд-драйвера. Штука неплохая, для больших клавиатур это вообще отличный вариант. Можно забиндить переключение музыки и многие подобные вспомогательные клавиши. Я с этим софтом настраивал подсветку и переназначал клавиши на своей Алисе. И лично мне ее функционала очень даже хватает. Разумеется, это не уровень кастомизации как в QMK или VIA, но тоже вполне себе неплохо. Немного остановимся на кейкапах. Кейкапы выполнены при помощи технологии двойного литья, и материалом выступает PBT пластик. Качество на высоте и на ощупь очень приятные. Даблшот кейкапов с русской раскладкой крайне мало, и я считаю, что одни из лучших и по крайней мере из тех, что я видел. Строение клавиатуры это трей-маунт строение с алюминиевым плейтом. Корпус выполнен из приятного ABS пластика, но это просто трей-маунт, ничего особенного. На мой взгляд, будущее за гаскет-маунтом или, я не знаю, лиф-спринг-маунтом. Я бы, в принципе, перестал делать трей-маунт строение. Вопросов 3098B не имею, так как она вышла довольно давно, и это абсолютно нормально. Просто делюсь своим личным мнением, которое вряд ли кому-то упало. В клавиатуре проложена шумоизоляция как на дне корпуса, так и между платой и плейтом. Не могу сказать, что клавиатура идеально в стоке, но благодаря моддингу получается очень приятный. А вот, кстати, стоковый тайпинг. Также в клавиатуре расположен литий-ионный аккумулятор на 3000 махов, которого, на мой взгляд, хватит с запасом, если вы пользуетесь беспроводным подключением. Кстати, напишите в комментариях, зачем вам нужен беспровод. Лично я так и не смог понять его предназначение. Для мышки понимаю, для наушников понимаю, для клавиатуры нет. Переключатели используются всеми любимые AKV3 Cream Yellow. Ну или не всеми, но мне не нравится. Верхний хаузинг это поликарбонат, нижний полиамид и стем из помпластика. Вес в нижней точке 58 грамм. Да, кстати, относительно недавно вышли переключатели Pro версии. Они ничем сильно не отличаются, кроме стокового прилюба и боксового лонгпол стема. Следующее, на что хотелось бы обратить ваше внимание, на то, что это замечательная компания, которую я очень люблю, уже довольно давно присутствует на российском рынке и имеет немало клавиатур, кейкапов там с русской раскладкой и прочего. В общем, обратите внимание. А русская раскладка это немаловажно для многих людей. Например, мой оператор. Да, я здесь. Да и большая часть людей, которые используют клавиатуру исключительно как инструмент, смотрят на клавиатуру при вводе текста. Как именно я модифицировал данную клавиатуру? Первой моей задачей стало проложить силиконовую шумоизоляцию на дно корпуса, так как в стоке она все же звучит несколько пустовато. Силикон крайне рекомендую, с ним реально удобно и легко работать, тейп-мод решил не делать, для того, чтобы переключатели звучали поживее, что ли. После этого я принялся смазывать стабилизаторы, в этот раз я не делал Holy мод, Band 8 мод и прочее. Я просто их смазал, не потому что не хотел запариваться, а хотел проэкспериментировать с новой для себя смазкой для скоб, а именно Molycode от Geekside. И на мой взгляд он значительно лучше, чем Permatex с точки зрения густоты. И в сравнении со стоком звук стал значительно приятнее и тише. В общем, Molycode рекомендую. После этого я разобрал переключатели, бэглюбнул пружину 105 маслом, смазал хаузинги и стемы 205 G0. Вот звук после незначительных доработок.
Почему же данная клавиатура хороша для игр? Относительно недавно я узнал о понятии polling rate, ну или по-простому частота опроса. Это частота, с которой клавиатура или мышка отправляет данные на компьютер. Будем честны, если вы просто печатаете на клавиатуре, вы никогда не задумаетесь о том, какая герцовка у вашей клавиатуры. Стандартом для клавиатур является 125 Гц. Для того, чтобы проверить, какая у вашей клавиатуры частота опроса, вам необходимо скачать Keyboard Inspector. Так вот, к чему я это? Все клавиатуры Akka обладают частотой опроса в 1000 Гц, как, собственно, 3098B. И это отлично подходит для гейминга. Ну и к чему вся эта душнилова? Ну опрашивать больше и опрашивать, чё бубнить-то? Если серьезно, она позволяет использовать различные техники в играх, где требуется идеальное попадание в тайминг. Например, в Apex существует техника суперглайда в окно в 1 миллисекунду. Нужно нажать прыжок и подкат. Если вы не попадаете в тайминг, либо буст скорости будет незначительным, либо вы просто сядете на поверхность, на которую вы забирались. По донглу данная клавиатура работает в 125 Гц, по проводу 1000. Если вы нажимаете в тайминг, который находится между обновлением нажатий, то регистрация вашего нажатия сдвигается на более поздний срок. Можно также отметить и тот факт, что это очень важный показатель для OSU, где каждое нажатие на счету, и вы не можете промахиваться даже на 8 миллисекунд. Поэтому мой монтажер сравнил 125 и 1000 Гц в OSU. Ну что ж, мне поручили данную клавиатуру, чтобы я ее протестировал в OSU. Такова ли большая разница между 125 и 1000 Гц? Да. Просматривая реплей с одной и той же карты на обоих режимах, можно заметить, что на 1000 Гц шкала точности ведет себя довольно плавно, но в то же время, смотря на шкалу точности при 125 Гц, данный график становится каким-то более прерывистым, и у него появляются мертвые зоны. По сути, это совсем не критично и не влияет на конечный результат от слова совсем. Но сейчас мы посмотрели геймплей 180 BPM. На карте в 200 BPM шкала точности превращается в какое-то минное поле. Появляются не просто пустое пространство, а прям конкретные такие поля. И здесь клавиатура, судя по всему, просто начинает жить своей жизнью. Явно на таком уровне сложности подобное поведение клавиатуры просто неприемлемо, и конечный результат от этого просто уничтожается. Сейчас я не буду распинаться на эту тему, а посоветую вам посмотреть видеоролик от англоязычного игрока в OSU Tokaku. Но если вам лень разбираться, покупайте 1000 Гц и даже не задумывайтесь. Но это только на высоких уровнях сложности игры, то есть если вы Silver 3 в CS, вам это явно не поможет. Ну а в итоге хотелось бы поговорить о плюсах и минусах данной клавиатуры. Плюсом обязательно стоит отнести цену этой клавиатуры, софт, хорошие переключатели и кейкапы с кириллицей. А вот минусами, считаю, должным отметить треймаунт, северный диод. Все. Ну а теперь можете посмотреть видео о том, как мы возродили клавиатуру моего оператора. Это я. Ну и до скорых встреч! Снято.